Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами попробуем применить трансформацию к нашим скин-фильтрам, чтобы можно было создать кириллическую букву D. А теперь давайте сделаем чуть более сложную штуку. Нас интересует буква D. Буква D, у нее, как правило, должна быть такая же верхушка, как и у буквы L, поэтому мы делаем два глифа и на основе вот этой буквы мы сейчас сделаем букву D, поэтому я копирую этот контур, вставляю его сюда. В принципе, меня его форма в целом устраивает, но буква D у нас имеет перекладину снизу, поэтому я выбираю, может даже вот так сделать, рисую еще один такой элемент. Что дальше? Дальше я делаю вот что. Вот эта часть мне мешается, поэтому я ее приподниму, сделаю вот так и сделаю вот так. Пока на D не очень похоже, ничего страшного. Что делаем дальше? Применяем сюда скин-фильтр, элемент, добавить скин-фильтр, так, точку запятой, обновил. Теперь вот сюда применяю скин-фильтр. И вот он у меня стал наоборот. Почему? Потому что он у нас идет, ну, скажем так, по направлению контура. А так как мы сейчас его делаем с противоположной стороны, нам его нужно просто отзеркалить. Поэтому я просто его вот здесь выбираю. И вот здесь переворачиваю его по одной из двух осей. Тут, в принципе, не столь важно по какой. Я обычно делаю это по вот этой. Потому что, когда мне нужно немножко его ужать или растянуть, я использую горизонтальный скейл делаю. А когда по вертикали, я почти никогда его не делаю, поэтому просто здесь его переворачиваю. В общем, вот у нас получилась буква D буквально там за пару секунд. Но в таком виде она, разумеется, выглядит ужасно, поэтому я беру вот этот кусочек прямоугольника, который я добавил, зажимаю пробел, чтобы видеть букву, и с зажатым шифтом я просто начинаю вот так двигать. Срабатывает все не слишком быстро, потому что такой фильтр тяжелый на самом деле, но тем не менее вот примерно вот так у нас получается буква. Сохраню. Мы можем добавить сюда образец, чтобы еще лучше сравнить это с оригиналом. Я его копирую, вставляю, здесь у меня добавляю это дело в маску. У меня назначены шорткаты, поэтому я делаю это достаточно быстро. Так, что у нас тут получилось? Ну, что я могу сказать? В целом все более-менее похоже. Но так как у нас буква шире, она здесь не совсем совпадает. Но в целом рисунок достаточно похож. Поэтому что мы можем сделать? Сделаем все то же самое, только в букве L. В букве D узкой. Точно так же копирую, вставляю. Теперь мне нужно нарисовать прямоугольник. Вот я его вставил, нарисовал. Высота. Кстати, высота здесь я ее не проверил. 160 здесь совпадает, значит и здесь тоже делаю. Высота у меня должна быть 68. Раз, два. Вот 68. Теперь вот этот узел с зажатым Shift-Alt я немножко вот сюда подвигаю. И немножко можно сделать вот так, чтобы врез был поменьше. Вот это приподнимаю. Теперь я выделяю вот этот узел и вот этот узел. Дальше элемент. Добавить скин. Выбираю его. Этот стал как надо. Этот мне нужно перевернуть. Переворачиваю его. Сделаю вот что. Метрики выставим. Хотя нет, попозже. Сейчас пока просто сделаем вот так. Так. Выделяю прямоугольник. Сдвигаю. И вот делаю вот примерно такую букву D. Но здесь у меня вылезает кусок буквы L. Это не очень хорошо, поэтому мне нужно его сдвинуть. Здесь у меня теперь немножко торчит вот эта часть, поэтому я ее просто с зажатым Alt-Shift немножко загоню вот сюда. Вот, чтобы она мне сильно не мешала. В целом
мне не очень нравится, поэтому я вот так вот чуть-чуть отодвину. Это много. Ну, где-то вот так, в принципе, нормально. Проверяем вариативность. Вариативность работает, все окей. Теперь надо выставить метрики. Метрики я делаю так. Мне нравится вот эта форма буквы L и нравится ее цветовой проем. Поэтому я просто сделаю вот так, чтобы буква D у меня ссылалась на букву L. Ее левая часть. А это пускай будет C. Теперь я копирую на оба мастера. Маску удаляю. И теперь у меня уже полностью готово. При этом, опять же, если я открою, вот здесь, например, напишу букву D и захочу как-то изменить вот, как видите, у меня все в реальном времени происходит сразу на всех буквах. И в этом основное преимущество скин-фильтров, когда мы работаем со шрифтами без засечек. Когда мы с засечками делаем шрифт, а там вообще это супер удобная штука. После того, как мы закончили с вами рисовать шрифт и добавили к нему все скин-фильтры, где это нужно было, мы можем применить его. Для того, чтобы применить его, мы можем либо сделать элемент, разобрать все фильтры, либо просто нажать вот сюда на вот эту галочку. Можем его отменить, можем его применить. Я обычно это делаю в самом-самом концу. В самом конце непосредственно работы над шрифтом. То есть до последнего момента у меня все фильтры, все фил-тулы, все смарт-корнеры и прочее сохраняются. Я все это коплю в одной версии файла, и после этого делаю его копию, когда уже закончил весь шрифт и никаких изменений не планирую. Начинаю в отдельной копии сохраненной сливать все контуры и чистить, удалять все ненужные точки. Потому что сейчас в таком виде, в принципе, он визуально как бы работает нормально, по большому счету. Но когда мы начнем его экспортировать, там вылезет очень много мусора, поэтому нам его нужно почистить. А для того, чтобы его почистить, нам нужно его применить. Ну, допустим, вот здесь я воспользуюсь элемент Expand Filter, и что мы видим? Мы видим, что у нас вот здесь вместе крепления оригинального скин-фильтра добавилась лишняя точка. И теперь нам это дело нужно убрать. Мы ее убираем. Все, теперь она как надо. Но у нас теперь не работает вариативность. Почему? Потому что здесь-то эта точка виртуально существует. Поэтому нам нужно применить этот фильтр и удалить ее. И вот теперь вариативность у нас тоже работает. Но когда у нас таких точек много, делать это все на каждом слое очень утомительно, очень долго. И плюс ко всему, это у нас сейчас пока их только 2, а если у нас таких слоев будет штук 12, как, например, у меня в шрифте Zasker, это все делать на каждом слое, это очень-очень долго. Поэтому что мы делаем? Предположим, у меня здесь там 10, 20, 30 слоев, и я хочу сделать это все одновременно. Поэтому в первую очередь, что я разбираю эти фильтры. Как их разбирать, я вам уже показывал. Мы просто жмем либо сюда, либо сюда, либо элемент Expand Filter, но это неудобно делать, когда много таких слоев, поэтому я захожу в Action, выбираю вкладку Basic, базовые операции, выбираю Flatten Glyph, это, скажем так, он, как видите, убирает и разбирает всю трансформацию, разбирает все фильтры, разрывает все связи элемент референсов. Я выбираю для выбранных глифов, в данном случае для буквы D, но для всех мастеров, не только для текущего. Жму Run, жму Close, и вот мы видим, вот такой у нас разобранный получился контур. В целом, вариативность все еще работает, просто у нас здесь какой-то бардак непонятный. Мне это не нравится, какие-то лишние точки, какие-то куча ошибок, наезжающие друг на друга вот эти вот контуры. В общем, выглядит не очень. Нам это нужно разобрать, причем разобрать сразу во всех слоях разом. Поэтому мы выбираем Edit и ставим вот такую настройку сравнения всех, скажем так, редактируемых действий. Вот. Ставлю галочку, вот она стоит. Теперь, когда я, допустим, ее уберу и, например, захочу удалить вот эту точку, вот посмотрите сюда, удаляю, и у меня поломалась вариативность. Почему? Потому что здесь эта точка осталась. Но если я сделаю то же самое с настроенной вот этой штукой, включенной, например, удалю вот эту точку, которая точно мне не нужна в обоих слоях, я ее удалил,
и здесь оно тоже удалилось. Как-то нам в целом пригодится здесь. Мы можем так разрывать контуры, склеивать контуры, добавлять точки, удалять точки. То есть вот это все можно делать на одном слое, на всех других оно будет дублироваться. Поэтому что я делаю здесь? Чтобы у нас была красивый чистый контур, мне нужно добавить вот здесь точку, потом добавить точку, ну, допустим, я пока не буду. Переключаемся на Contour Tool. Теперь я выделяю вот эту часть и жму Ctrl-X, как бы вырезаю. Что мы видим? Здесь у нас тоже оно вырезалось. Теперь я выделяю вот эти два, видите, вот эти два открытых отрезка, жму Ctrl-J, и они у меня закрылись здесь. Идем дальше. Я беру вот этот отрезок, вклеиваю его сюда. Не сработало. Отменяю, выделяю оба этих контура, жму Ctrl-J, сработало, и теперь можно их удалить. Удаляю. Отлично. Вот тут нам нужно навести порядок. Кликаю сюда, то есть я выделяю отрезок вот этот, жму Ctrl-X. Здесь у меня тоже какой-то лишний узел, жму Ctrl-X. Нет, Backspace. Все, удалил. Теперь беру вот этот отрезок, вот этот узел, жму Ctrl-X. Теперь выделяю вот эти, жму Ctrl-J, чтобы их склеить. Ну и последнее, это вот эти два узла, жму Ctrl-J. Теперь у меня они не взаимосвязаны, два разных контура, ничего лишнего нету, можно с Alt-Shift немножко их подвинуть здесь, чтобы они далеко не катались. И вот здесь, вот так я их подвинул, это немножко подвинул, это тоже повыше сделаю, чтобы просто покрасивее, ну, получше оно выглядело. И, в общем, в принципе, все. Чистый контур. Вот в таком виде уже его можно экспортировать, и все будет окей, и прям как нужно. Итак, наш шрифт имеет почти полностью готовую прописную кириллицу и латиницу. Нам осталось сделать и кратку, и сделать букву Ё, но это сделаем мы чуть попозже, потому что это у нас уже относится к теме диакритики, когда мы будем рисовать расширенную латиницу, расширенную кириллицу, там это мы все добавим, пока нам это не нужно. Но тем не менее, как видите, сделать из латиницы кириллицу не так уж сложно, достаточно быстро это все происходит. Можно вот выбрать вкладку «Все глифы» и посмотреть все, что мы нарисовали. Итого у нас получается вот такой функциональный глиф NoteDev, который мы не должны удалять, потому что иначе у нас не будет работать шрифт как надо. Это у нас пробел, это у нас corner компонент, который мы сделали вместе с буквами C, Щ и D. Здесь мы его разобрали, здесь не разбирали. То есть вот здесь то, что я делал в букве D, это на самом деле не обязательно делать сейчас, это можно было сделать потом, но я просто показал, как это вообще работает. Я пока на всякий случай отключу Match Edits, потому что мало ли вдруг и потому что буду редактировать и забуду. Вот. Но тем не менее, удобство corner компонентов, ну, очевидно, это безумно быстро. Просто берем букву B, букву Щ, букву L, и из них быстро собираем, вообще особо не напрягаясь, другие буквы. Но при этом, разумеется, когда мы рисуем букву D, допустим, если вы посмотрите шрифты, вы увидите, что пространство вот здесь и пространство белое вот здесь у нас немножко разное. Поэтому иногда нужно это дело немножко компенсировать. Например, чуть-чуть раздвинуть посильнее между собой букву L в букве D, ну то есть вот эту верхнюю крышку, чтобы компенсировать то, что у нас здесь снизу есть черная вот такая горизонталь, а здесь ее нет, поэтому здесь как-то посвободнее все. Ну то есть это уже такие оптические моменты, к этому придете позже. Моя задача показать вам технически, как это все реализовать, а уже как вы это творчески будете реализовывать дальше, это уже ваше дело. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовый фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.